скажи, пожалуйста, а что на реальном рынке нефти? Мы с тобой говорили о том, что она должна была закончиться. Закончилась ли нефть и что с ее ценами? Ну, давайте по порядку. Действительно, как бы возникло перемирие, и Ормузский пролив превратился в пролив Шрёдингера. Вот о чем я и говорил. Да? Вроде бы это пролив. Как только кто-нибудь, не согласовав с Ираном, приближается, картина меняется кардинально. То ли есть, то ли нет, то ли состоятся переговоры, то ли не состоятся, можно гадать на кофейной гуще, на ромашке. Понятно, что Соединенные Штаты соблюдать все пункты, предложенные Ираном, и не собирались, но это в духе американской дипломатии. Тем более, что сейчас совершенно очевидно, что вопрос о прекращении огня Вашингтон не согласовал с Тель-Авивом. Руководитель операции господин Нетаньяху, разумеется, недоволен и будет ставить на место всех, кто, не послушавшись его, взял и прекратил бомбить. Так что вопрос сложный. Что будет, что не будет. Котировки, да, но действительно с 1 апреля то, что мы видим на сырьевых биржах, это фьючерсы, причем фьючерсы июня месяца. Напомню, что такое фьючерс. Это обещание продавца определенного объема партию по определенной цене поставить в течение вот этого месяца и согласие покупателя эту партию приобрести. Отношение к физической нефти не имеет никакого, собственно говоря. Потому что если кто-то из них отказывается, они выплачивают штрафы в соответствии с биржевыми правилами и не более того. Они не настолько объемные, это не постановочные фьючерсы, то есть такое воздушное обязательство. И это еще один момент, который, собственно говоря, и делает ситуацию максимально напряженной. С 1974 года, то есть с момента подписания бывшего на тот момент секретным соглашением между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, ОПЕК продает нефть в долларах. Соответственно, подтянулись все остальные нефтедобывающие страны. Вот такая валюта петродоллар. С учетом того, что нефть – это идеальный биржевой товар, какие бы марки у нее ни были, условия хранения, перевозки, переработки, в общем-то, идентичны в любом уголке планеты. Объем вот таких бумажных сделок, фьючерсы, форварды, еще там какие-то варианты, все это покрыто сверху хеджированием, банковскими гарантиями и так далее, 10 к 1. То есть на один баррель физической нефти, вот черной или коричневой жижи, маслянистой, приходится в 10 раз больше какого-то вот этого мельтешения, которое как бы должно упорядочивать мировую торговлю. Ну и давайте так приблизительно оценим, какая это емкость для тех самых долларов, которые вращаются на всех этих товарно-сырьевых биржах. Если брать мировую добычу, так грубыми мазками, 100 миллионов баррелей. Замечательно. На рынок попадает порядка 75, потому что все остальное это потребление, переработка в тех странах, которые сами нефть добывают, не сбрасываем. Ну, будем считать условно 100 миллионов баррелей. Вот цена $100. Значит, 10 миллиардов, простите, это только физическая нефть. Умножаем на 10. Это некий аккумулятор долларов, которые, в общем-то, ни для кого не секрет, толком ничем не обеспечены. И для Соединенных Штатов самый большой риск – это постепенный отказ от доллара как расчетной валюты. В этом случае вся эта необеспеченная масса долларов хлынет на американский рынок со всеми вытекающими. Инфляцией, девальвацией и прочим. Понятно, что в том случае, если произойдет отказ от расчета в валюте Соединенных Штатов Америки, вся эта валюта вернется в страну происхождения, Соединенные Штаты. Это девальвация, инфляция и так далее, и так далее. Такое страшное оружие, на самом деле. Но все понимают, насколько это оружие массового поражения, и никто не заинтересован в быстром обрушении валюты петродоллара. Ключевое слово с каждым днем все более становится слово «быстро». Постепенный отказ идет, страны к этому готовятся, но тем не менее. Просто напомнил, какое значение имеет торговля нефтью для Соединенных Штатов, почему они так старательно относятся бережно, внимательно, чутко ко всему, что происходит на мировом рынке нефти. При этом реальная торговля
То есть вот мой нефтеперерабатывающий завод, я вижу, что в емкости заканчивается нефть, того и гляди, произойдет остановка, мне это не нравится, мне срочно нужна нефть, потому что если будет перерыв в технологическом процессе, значит, я еще и время потеряю, время это деньги и так далее, мне просто срочно нужна нефть. В международной торговле нет правил, обязывающих сообщать о том, какие это сделки. Международное агентство получает информацию методом телефонного опроса. При этом покупатели и продавцы не обязаны в обязательном порядке сообщать о том, что у них произошло. Тем не менее, то, что дают Аргус и Плац, по их оценке, до подписания соглашения бочка нефти стоила до $140. После соглашения цена значительно упала где-то до $134. То есть изменения есть, но они отнюдь не такие, как мы увидели на фьючерсной бирже. Там действительно произошло падение со 114, стартовали до 91, сейчас подкорректировалось. И похоже, что фьючерсы себя уютно чувствуют где-то в районе $100 за баррель. Ну, почему реальный баррель не пошел выше? Ну, все эксперты считают, что $150 – это цена отсечения, после нее начнется падение спроса. И это опять никому не выгодно, потому что в этом случае восстанавливать рынок до нынешнего объема тоже придется мучительно и долго. Какой будет цена, равновесная в районе 130 или равновесная в районе 100, ну, покажут ближайшие события. Напомню, что мы имеем дело с проливом Шрёдингера. Из тех новостей, которые проходят бегущей строкой, и почему-то никто не обращает внимания, Ирак, больше всех пострадавший от событий, сократил объемы добычи у себя с 3,5 миллионов баррелей в сутки до 0,8, то есть в процентном отношении это самая большая потеря. При этом даже эти 0,8 миллиона баррелей вывозить было невозможно. Там был момент, когда экспортные операции осуществлялись автотранспортом через Сирию. И неожиданно достаточно из Тегерана раздался голос руководителей. Ирак – это наша дружественная страна, Ормуз открыт. Прошло сообщение о том, что Ирак объявил о том, что он желает видеть график отгрузок. Нефть есть, берите, пожалуйста. Желающих, как ни странно, не возникло, что, несмотря на весь политический флер, заходить с пустыми танкерами в Ормуз особо желающих пока не нашлось. Это и страховки, а военные риски внутри Персидского залива подняли их просто в 12 раз. Это и выросшая стоимость фрахта и так далее, и так далее. А вот сегодня с утра пришла новость о том, что танкер класса VLCC 2 миллиона баррелей под российским флагом прошел из Аравийского моря в Персидский залив. И тишина, куда он будет направляться дальше, неизвестно. То, что сообщают всевозможные информационные агентства, в пролив он вошел, остановился, ждет команды, куда может следовать дальше. У меня почему-то подозрение, что пойдет он как раз к портам Ирака. Пока все остальные боятся, две дружественные Ирану страны, Ирак и Россия, намерены хоть как-то начать восстанавливать морскую торговлю нефтью. Вот такая приблизительная ситуация. Для всех остальных ничего не изменилось. За вчерашние сутки прошло целых 2 танкера, но это не то, что капля в море, но ближе туда. Взимается плата, не взимается плата. Пока толком ничего не известно. Заявка есть по $1 за баррель. При нынешних котировках это не самая большая величина для тех, кто занимается торговлей нефтью, для трейдинговых компаний и прочих. Для Ирана это весьма весомая величина, это возможность хоть как-то аккумулировать средства для того, чтобы восстанавливать все то, что разрушено действиями израильско-американской, не знаю, как это назвать, напрашивалось слово «банда», но надо что-то другое, какое-то правильное слово. Деньги Ирану нужны, это совершенно очевидно. Сколько всего разрушено, мы, к сожалению, вынуждены наблюдать на экранах телевизоров, какое количество людей пострадало, смотреть на все это страшно. Ну, и даже в том случае, если распахнуты настежь ворота Ормуза, и вот там Иран не то что разрешает, подгоняет, быстрее проходите, давайте, начнем работать. Что изменится? В какие сроки изменится? Ну, давайте начнем с Европы.
Если Ормуз открыт и начинаются поставки в страны Европейского Союза, ну, вспоминаем маршрут. Прошли Персидский залив, дошли до Баб-эль-Мандебского залива и начали путешествие через Суэцкий канал. 28 дней. С учетом того, что Суэцкий канал – это очереди, весьма и весьма заполнен. Ну и при этом, конечно, надо гарантировать, что будет свободен еще и Баб-эль-Мандебский пролив, хотя здесь мнения могут быть разными, в том числе у всевозможных политических движений Йемена. Ну, предположим, что все в порядке. Ну, соответственно, 3-4 недели надо дождаться, пока танкеры с нефтью доберутся до нефтеперерабатывающих заводов на территории Европы куда-то быстрее. Допустим, побережье Средиземного моря, оно поближе для Северной Европы, то есть для Германии, Голландии, вот туда дальше, дольше времени пройдет. В сторону Азии, ну, там, по-моему, маршрут достаточно хорошо известен. 5-6 суток западное побережье полуострова Индостан. Это порты Пакистана, это порты Индии, порты Шри-Ланки, порты Бангладеш. Порядка 2 недель, то есть 14-15 суток, это южные порты Китая. И еще через неделю самая дальняя точка этого маршрута – это Южная Корея и Япония. Соответственно, от того, что Трамп сказал одно, руководство Ирана сказало другое, пока ничего не меняется. Есть надежда только на то, что все как-то успокоится. Кто-то рассчитывает на то, что новости от Ирака положительное какое-то влияние окажут, начнет выходить нефть Ирака, будет уже попроще. Но одновременно с этим поступают тревожащие новости по поводу порта Янбу. Это порт на берегу Красного моря, конечная точка маршрута нефтепровода восток-запад, проходящего по территории Саудовской Аравии. Построен был, напомню, в годы войны Ирана и Ирака, когда шла танкерная война, и за 7 лет достаточно дорогое удовольствие, тем не менее построен он был. Проектная мощность 7 миллионов баррелей в сутки, весьма весомая. Саудовская Аравия, напомню, по соглашению ОПЕК+, ну, практически 10 миллионов баррелей в сутки добывает, то есть весьма серьезная такая величина. Но из этих 7 миллионов 2 миллиона предназначено для нефтепереработки внутри самой Саудовской Аравии, и экспортная возможность нефтеналивного порта Янбу вот как раз 5 миллионов баррелей в сутки. Пока Баб-эль-Мандеб открыт, танкеры класса VLCC, это самые крупные, поэтому я про них вспоминаю. Есть еще Суэц Макс, то есть это те танкеры, которые разрабатывали специально под параметры Суэцкого канала. Это 1 миллион баррелей. Понятно, что фрахт вырос весьма значительно, поэтому, так скажем, гонка трейдеров идет именно за VLCC, в пересчете на баррель немножко меньше расходы. Но пока вот работает. Но поступили сообщения о том, что разнесли одну из насосных станций, причем Иран на себя ответственность не берет. По его словам, он свои обязательства по поводу перемирия с израильско-американской коалицией соблюдает. Кто может вот такое устраивать, ну, не хочется произносить вслух слово «Израиль», и я этого не делаю. Потому что я очень корректный человек. Вот такая обстановка. То есть, если новости вот об этом аварийном случае, так скажем, подтвердятся, то не исключено, что и здесь будет снижение объемов. Ну и внимательно следим, что там и как будет происходить в Исламабаде, если будет происходить. Вот перед тем, как выйти в эфир, я смотрел на новости. Иран не подтверждает, что делегация туда отправляется, требуя от Израиля соблюдения условий перемирия, прекратить боевые действия в Ливане, прекратить агрессию в Ливане. Ну, то, что мы наблюдаем сейчас в ответ на перемирие, просто акт геноцида. Ну, вот такая приблизительная обстановочка. Ну, давай тогда про другую обстановку. Не прекращаются удары по американской инфраструктуре, можно даже так сказать, со стороны Англии и Украины. Я имею в виду сейчас удары по Каспийскому трубопроводному
Каспийская трубопроводная концессия, да, то есть КТК, по которой идет нефть из Казахстана, в том числе американская нефть, руками Украины наносятся удары по выпускным устройствам, которые напрямую касаются американских компаний. На твой взгляд, ну, понятно, что, да, бьется в том числе и по российским экспортным мощностям, но вот такой удар по Казахстану, как ты можешь расценить действия англо-украинской концессии? Ну, давайте так. У нас из официальных сообщений по поводу удара по Новороссийску есть только заявление Министерства обороны России. Горят резервуары, и появилась информация о том, что перебит подводный трубопровод, и вот дальше почему-то точка. Если это трубопровод, обеспечивающий работу выносных перегрузочных устройств, ну, по идее, должно было последовать какой-то комментарий со стороны консорциума КТК. Мы пока не слышим. Один из чиновников Министерства энергетики Казахстана сообщил, что отгрузки идут в штатном режиме, ничего не произошло. На самом деле, под Новороссийском два нефтеналивных порта. Один обслуживает интересы российских компаний. Из России приходит нефть, перегружается. И в 15 километрах от них нефтеналивной порт КТК. Вот куда пришелся удар, пока сказать сложно. Комментариев нет, но я на всякий случай напоминаю, что Министерство энергетики Российской Федерации в очередной раз на год продлило срок закрытия информации, касающейся объемов добычи, объемов переработки и экспорта. Так что вот у нас тут такой информационный вакуум. Что касается того, что происходило на портах Балтики, вокруг портов Балтики, там, где Прибалтика распахнула свою территориальную целостность для пролета украинских камикадзе, а может быть еще там как-то, ну, не суть. Отгрузки в услуги уже начались. То есть, если там что-то и было, то не настолько серьезно. Остается надеяться, что в Лондоне возникнет все-таки понимание, что дело не в том, что хочется нанести какой-то урон России. Неважно, какая нефть. Американские санкции приостановлены и в отношении России. Кстати, 11 апреля заканчивается срок. Посмотрим, не будет ли новостей от Министерства финансов США по этому поводу. И иранская нефть тоже временно приостановлены все санкционные меры. Неважно, какую нефть вы своими действиями устраняете с рынка. Результат будет один и тот же – рост котировок. Или, как минимум, их тотальная волатильность. Можете подбирать там другие слова. Нестабильность, все что угодно еще. Но с учетом того, что происходит в самой Европе, в Великобритании, хочется верить, что здравый смысл там проснется. Им бы сейчас не пытаться остановить российскую нефть, а помогать всеми доступными способами, потому что, ну это ладно, это про здравый смысл, а надо бы про Европу. Про Европу со здравым смыслом они пока не комплектуются. Видимо, какой-то пакет санкций ввел еще и запрет на поставки здравого смысла. Но в Европе, да, ситуацию мы видим, ограничения по росту стоимости. В Германии очень действенный метод, нельзя повышать цену на АЗС несколько раз в день, можно только один раз. Что это должно изменить, сказать сложно. Где-то ограничения, по-моему, в Словении мы уже движемся чуть ли не к карточкам. На что они рассчитывают, как они намерены выходить из этой ситуации, для меня совершенно непонятно, тем интереснее за ними наблюдать. Если ученые ставят эксперименты на мышках, то Евросоюз сам на себе. Что еще по этому поводу? Был визит мистера Венса в Будапешт, появилась информация о том, что подписано соглашение про 500 тысяч баррелей, которые будут поставлены из Соединенных Штатов. Подробностей нет, подробности все равно нужны, потому что нужно понять, как эта нефть будет добираться до территории Венгрии. Единственный нефтепровод из Хорватии от портов. Согласовано ли с компанией, которая этот порт обслуживает, этот трубопровод обслуживает, я пока не слышал. Но новостей там много, хотя мне кажется, что визит скорее имел политическое значение. В воскресенье в Венгрии выборы. Может быть, вот попытка со стороны Соединенных Штатов таким образом поддержать кандидата, в симпатиях к которому они признаются совершенно откровенно.
они заинтересованы в том, чтобы победу одержала партия Виктора Орбана. Что из этого получится, сказать сложно. Как это отразится на Венгрии? Ну, хорошо. Венс не руководитель нефтедобывающей компании. Есть политическое решение, кто из американских компаний подпишет контракт с Венгрией, в какие сроки это будет реализовано, совершенно непонятно. Может быть, прояснится после выборов. Но пока вот такой политический жест сделан.